Всем привет, с вами Александр, и изначально это видео задумывалось как обычный обзор. Я планировал взять в магазине Airsoft Rus два экземпляра АК-12 от LCT и Arcturus, сравнить их, сказать, какой из них более копийный, насколько они удобны, надежны и так далее. Но потом вышло видео на канале Airsoft Rus, где Евгеньевич во всех подробностях рассказал все, что я планировал. И я подумал, ну а какой тогда смысл мне выпускать точно такое же видео? Поэтому я решил сделать видео в таком более лайв формате, где будет не столько рассказываться про какие-то мелочи, сколько про мои общие впечатления. И здесь я хотел бы поделиться своим отношением и, самое главное, эмоциями, которые у меня появились после того, как я взял в руки АК-12 как от Arcturus, так и от LCT. Начнем с того, что немножко напомню вам историю вообще про АК-12. В начале 2012 года во всех федеральных СМИ начали активно продвигать новую нанотехнологическую разработку ИЖМАШа АК-12. Это оружие было сделано вне конкурса и предложено Министерству обороны для замены морально устаревших АК-74М и других автоматов. Да, в сравнении с более старыми образцами оружия, с тем же АК-74 или тем более АКМ, новый АК-12 был прям мега-супер нанотехнологичным. У него была затворная задержка, несколько режимов стрельбы, да и переключатель режима огня был с обеих сторон, удобен как для правши, так и для левши. И это был довольно-таки интересный прорывной автомат, на мой взгляд. Но потом, в 2014 году, если не ошибаюсь, был проведен конкурс, уже государственный конкурс на новое стрелковое оружие для вооруженных сил Российской Федерации, и новый АК-12 с треском его провалил. Потом ИЖМАШ был переименован в концерн Калашников, сменили главного конструктора и решили полностью отказаться от изначальной концепции, потому что победить детские болезни так и не смогли. И что они взяли? На очередной выставке в 2016 году они представили как будто бы доработанный и измененный АК-12. Только этот АК-12 почему-то очень сильно смахивал на АК-400, который на тот момент уже давно существовал. Даже в 2016 или даже 2015 году было видеообзор на канале Vickers Tactical, где он приезжал на ИЖМАШ, или концерн Калашников уже тогда, и проводил испытания. И делал подробный обзор именно на АК-400. И этот АК-400, ну прям вылитый новый АК-12. Концерн Калашников, конечно, начал рассказывать, что они упростили свой автомат из-за того, что их попросило Министерство обороны, чтобы сделать его проще и дешевле, хотя тут тоже была доля правды. Но на самом деле они просто не могли довести до ума изначальную модель, поэтому им пришлось взять просто АК-400, назвать его АК-12 и выдвинуть на конкурс. И этот конкурс они выиграли, и поэтому именно сейчас АК-12 в его конечном виде принят на вооружение. И, конечно же, сразу повыползала целая куча диванных экспертов, которые начали в комментариях возмущаться, а что это нам в течение 4 лет рекламировали в новостях супер-мега-нанотехнологичный автомат, а в итоге на вооружение приняли обычный АК-74 в обвесе. Хотя последнее было не совсем так, но об этом позже. Но понимаете, тут есть две позиции. Дело в том, что изначальный АК-12 был действительно отличным автоматом для стендовой стрельбы. Сказка. Даже никуда не подпрыгнул. Да, в нем были действительно приняты интересные технологические решения, которые, к сожалению, при уже боевых испытаниях, ну точнее как, не боевых, а при полигонных испытаниях, они показали свою ненадежность. Поэтому именно руководство вооруженных сил, оно склонялось к более простому и дешевому варианту, который больше подходит для массовой армии. Вы просто поймите, что оружие может быть реально очень нанотехнологичным, но для обычного солдата-срочника оно будет слишком сложным. Оно будет сложным в освоении, сложным в обслуживании, в чистке, и его легче будет сломать. А АК-12 нужен был именно для массовой армии. Поэтому я считаю, что последний вариант 2016 года все-таки лучше годится для российской армии. А я все-таки в армии служил, поэтому поверьте, ребята, я знаю, какие там служат срочники и какое оружие им лучше подойдет.
С боевым прототипом разобрались, переходим к страйкбольным приводам. Но я не буду сразу вам рассказывать, какой замечательный АК-12 от Arcturus. Я решил зайти издалека. Кто давно подписан на мой канал, те в курсе, что у меня уже около 3 лет уже есть привод АК серии. Это РК-74Е от G&G. И кто смотрит хотя бы половину моих видео, те знают, за что я люблю этот привод. Если коротко, то мне нравится его легкий вес, он немного тяжелее, чем привод М-серии соответствующего размера, но из-за того, что калаши, они в принципе тяжелее, они более массивные. Этот сделан из алюминия, поэтому он довольно легкий по сравнению с другими приводами АК-серии. Далее, он очень хорошо сбалансирован, то есть он не перевешивает вперед, потому что у него практически все детали корпуса сделаны из алюминия, в том числе и ствол. Ну и к тому же у него все-таки ствол укороченный, это не полноразмерный АК, а по размерам он ближе к АК-105, АК-104, вот из этой категории. И кроме того, он хорошо сбит, то есть у него нет как таковых люфтов, и за 3 года они, в принципе, так и не появились. То есть этот привод мне нравится за его эффективность в игре. Да, я эффективный страйкболист, я именно ценю, в первую очередь, в страйкбольном оружии возможность эффективно поражать противника, тактикулить, удобно перезаряжаться и так далее. Поэтому этот привод мне очень нравится. И на протяжении последних 3 лет практически любой привод АК серии, который я брал в руки, мне не нравился. Реально. Вот после этого мне было, сложно найти что-то, что мне понравится из АК серии, хотя это конкретный Pokemon Gun. То есть у этого привода нет реальных боевых аналогов. Это такой типа калашоид, но Pokemon Gun. И внешне, скажу честно, он мне не нравится. Я им играл только из-за того, что он офигенно удобен. Но когда я пришел в магазин Airsoft Truth, когда им только завезли АК-12 от Arcturus, и я взял его в руки, я испытал примерно те же ощущения, что от моего РК-74Е. Он офигенно сбит, то есть у него нет люфтов, он довольно легкий, тяжелее, конечно, но из-за того, что у него ствольная коробка сделана из стали, то есть поэтому он тяжелее на пару сотен грамм. Но при этом он офигенно сбалансирован. То есть в руках он чувствуется, я бы не сказал, что как привод М-серии, но около того. Он намного удобней, чем аналогичный привод от LCT. Вот раньше, еще несколько месяцев назад, появился АК-12 от LCT. Я не хочу сказать, что это плохой привод, но в руках он чувствуется совершенно по-другому. Он тяжелее почти на полкило. То есть он весит 4 килограмма с мелочью, а АК-12 от Arcturus весит 3,5 килограмма с мелочью. Полкило, поверьте, это имеет значение. И баланс у него похуже, потому что у него стальной не только ресивер у LCT, но и ствол. Из-за этого он просто как весло в руке. Все эти полкило фактически у него в стволе. Потому что, для тех, кто в руках никогда не держал настоящий автомат Калашникова, я вам хочу так сказать. Все калаши, да и в принципе все огнестрельные карабины, автоматы, они очень фигово сбалансированы. Из-за того, что у них тяжелые стальные стволы, они сильно перевешивают вперед. Все. То есть все полноразмерные, они сильно перевешивают вперед. У страйкбольного оружия это не так сильно выражено, потому что у него уравновешивает гирбокс. Довольно большая часть массы у них именно в ствольной коробке в районе рукоятки. Но вот у LCT ствол все-таки перевешивает. То есть первое преимущество АК-12 от Arcturus это, конечно же, малый вес и его баланс. Кроме того, мне понравилось то, что у него очень классные магазины. То есть, во-первых, они офигенно становятся, люфт есть, но он вообще минимален. Где-то миллиметр влево-вправо он шатается, но при этом он не норовит у вас вывалиться, как на приводах от фирмы Цima. То есть, кто хоть раз держал или играл с приводами от фирмы Цima, вы в курсе, что магазин там просто болтается нереально и так и норовит вывалиться. Его реально, если ударишь посильнее, он у тебя реально отвалится. Да и магазин у них фиговый. А здесь, прям точная копия боевого магазина для АК-12, то есть магазин нового поколения.
И выглядят и чувствуются они просто замечательно. Вот перезаряжать АК-12 от Arcturus, ну реально одно удовольствие. Что еще мне понравилось в АК-12 от Arcturus? Это его отличная прикладистость. То есть ты его берешь в руки, и тебе удобно. Я не говорю про его развесовку или общий вес, а именно про прикладистость. У него такое узенькое цевье, которое отлично ложится в руку. Такая неширокая рукоятка и правильный угол приклада. Ну, более удобный, чем на LCT. Ты его берешь, и ты веришь в то, что это реально копия боевого оружия. Да, понятно, даже от Arcturus АК-12 он в точности не копирует боевой АК-12. Тут есть много разных мелочей, их можно разбирать долго, но для меня это, честно говоря, значения вообще никакого не имеет. Тут, знаете, даже переводчик режима огня имеет 4 режима. Это предохранитель, одиночка, очередь и отсечка по 2 выстрела, хотя на этом приводе это тоже очередь. То есть у него 2 режима стрельбы очередями. Некоторые начали возмущаться, а что такое, тут не могли реализовать стрельбу по 2 выстрела. Ну, скажите, вот реально, вы бы стали стрелять на страйкбольном приводе отсечкой по 2 выстрела? Нет, вы стали либо стрелять одиночкой, либо полной очередью, потому что, ну, нет смысла в страйкбольном приводе в отсечке по 2 или 3 выстрела. Я вообще этого не понимаю. Эти программаторы и прочее, это как-то все мимо меня проходит. Здесь же это реализовали. А вот на LCT, кстати говоря, переключатель режима огня такой же, как и на предыдущих версиях АК. То есть есть предохранитель, одиночка и очередь. Скажу сразу, даже если бы на Arcturus сделали бы так же, я бы, ну, мне было бы по барабану, честно. Потому что, я как говорил, мне это и не нужно, такие мелочи. А вот насчет приклада это важно, потому что, допустим, у LCT трубка приклада выгнута вверх. И, по-моему, прикладываться так совершенно неудобно. Ну, мало того, что у него толстое цевье, какое-то все раздутое. Магазины просто уродские. Вот реально. Магазины, ну, так себе. По сравнению вот с магазинами от Arcturus, LCT-шные просто ужасно. Кроме того, садятся они намного хуже. Ну, люфтят примерно так же, но ощущаются они, ну, реально как игрушечные. У Arcturus намного лучше. Возвращаемся к прикладу. Что-то я с одного на другой перескакиваю, извините за это, но как поток мыслей, тут без сценария пишу. Дело в том, что у боевых АК-12, на фото боевых АК-12, у разных партий или это разные версии, трубка приклада имеет разный угол наклона. Где-то трубка немного задрана вверх, как у LCT, где-то трубка наоборот опущена вниз, как у Arcturus, а где-то она просто параллельно стволу. Вот у Arcturus решили сделать ее немного ниже, опустить вниз. И это довольно-таки удобно, но, скажу честно, визуально мне это не очень нравится. Я бы предпочел, чтобы взяли за основу версию, где трубка параллельно стволу. Она как-то более визуально приятна, что ли. Но все равно, говорю, привод он очень удобный.